у вас не включается компьютер. Нету индикации на материнской плате. Скорее всего, причина в логике питания. Видим потребление нулевое. Блок не выдает напряжения. Дежурный источник питания неисправен. Кнопка тумблер в положение вкл. Но ничего не происходит. Компьютер не запускается. Ну что ж, давайте разбираться, в чем причина. А в ремонте у нас блок питания Cooler Master на 700 Вт. Данный блок приехал из Пензы в качестве доната. Его ремонтировали, но что-то пошло не так, и блок питания не работает. Как видим, по 12-вольтовой линии у нас почти 700 Вт, 650 Вт. Ну что ж, это неплохой блок питания с активным корректором мощности. Проводов здесь за глаза, всяких. И 6+2, и 4+4 ЦПУ. Поэтому отремонтировать данный блок, наверное, имеет смысл. Давайте мы его вскрывать и смотреть, что с ним произошло. Какие подводные камни встретились на пути у ремонтера. Вот, и будем устранять эти недочеты. После вскрытия мы видим, блок питания прилично поработал. Пыльный вентилятор. Но он работает, то есть вращение есть, проблем в этом плане здесь нет. Блок питания очень похож на Corsair. По входу мы видим система PFC, электролитическая банка, проверим ее. И видим горелый транзистор PFC. Вот его пробило. Ах, как сладенько здесь погуляло напряжение. Будем разбираться. По выходу дроссель ДГС, то есть у нас 3,3, здесь плюс 5 и 12 вольт, ну и минус 12. Дежурный источник питания, какой-то странный транзистор Q20. Впервые такое вижу изделие, никогда с таким не сталкивался. Ну что ж, давайте разбираться. Я сразу же отпаял провода, впаял коннектор 220 вольт, чтобы удобнее было пользоваться данным блоком. Так, что интересное. Во-первых, у нас по входу стоит микросхема, которая включает в себя полевые MOSFET SM03X. Первая микросхема. Она управляет в основном сигналами APFC. Дальше микросхема шим-контроллера. Как ПВМ, так и отвечает за PFC. SM6800UX. Вот. Дежурный источник питания здесь AT600 6002, что ли. Ну, первый раз я с такой микросхемой сталкиваюсь. Скорее всего, это просто шимка. А силовой ключ у нас непосредственно вот стоит. Небольшой такой силовой ключик. Q20. Ну что ж, чудесно. Это просто чудесно. По выходу у нас стоит супервизор. Вот он. Это у нас PS229. Неплохой супервизор. Скорее всего, он будет отвечать еще и за ток. У него есть компараторы, которые смотрят у нас качество тока. Перегрузка или не перегрузка по току. То есть дополнительная функция защиты от короткого замыкания. Ну что ж, первым делом нам надо проверить электролит, в каком он состоянии. Вот. С ключами APFC все понятно. Здесь он паялся, взорвался транзистор. Скорее всего, цепь APFC полностью неисправна, поэтому здесь только выпаивать и смотреть дальше, что тут у нас будет из минусов. Замеряем электролит. Состояние электролита вполне сносное. 400 микрофарад. На электролите у нас написано, что он должен быть на 470. Так, претензий к электролиту нет. Емкость у него, в принципе, да, немножко заниженная, но это никак не повлияет сильно на работу блока питания. Также еще видим пайку в районе диодного моста. Вот здесь у нас стоит шунт токовый.
Вот этот резистор паяли, APFC. Давайте мы его проверим. Какое сопротивление у данного шунта? Это обязательно. То есть его либо меняли, либо еще что-то. Как видим, сопротивление шунта порядка 900 миллиом. Блок питания, скорее всего, у нас на 220 вольт. То есть данный блок не будет работать от пониженного напряжения. Давайте, кстати, заглянем на корпус. Тут написано, от скольки вольт работает блок питания. Да, я прав. От 200 вольт работает блок питания. То есть при пониженном напряжении в 180-160 вольт, скорее всего, блок питания уйдет в защите. Потому что APFC, который будет глотать много тока, вот на этом шунте будет большое падение. Соответственно, микроконтроллер будет видеть, что превышение тока будет отрубать APFC, а если будет у нас пониженное напряжение в сети, соответственно, блок со временем потом уйдет в защиту, потому что электролитическая банка уже будет недокормлена зарядом. Следовательно, ключи ПВМ, когда будут перекачивать энергию, тут пониженное будет напряжение, следовательно, по выходу будет уже не 12 вольт, а ниже. Ну а дальше там уже работа супервизора. Он все это дело спалит и отключит к чертям собачьим. Вот так все это просто работает. Можно смело выпаивать силовой ключ, потому что он неисправен. Здесь делать нечего. Вот этот дроссель, так как выпаивали, я тоже его выпаю, чтобы не отпаивать весь радиатор. Хотя я обычно дросселя не трогаю. Но так как до этого ремонтировали этот блок и отпаивали дроссель, ну и я, соответственно, также поступлю. Возникает такое ощущение, что термопрокладку продавили, и вот этот фланец металлический, спинка, сконтактировала с радиатором. Следовательно, произошел пробой именно по вот этому контакту. Но это мое предположение. Перетянули ключ, либо шайба не та. Видно, что вот здесь сама шайба расплавилась, то есть лупанула. Большой ток протек. По всей видимости, ну вот, нарушение прокладки. Отсюда такой результат. Но это только предположение. Вот, видно, фланец пробило на корпус. Стоит резистор на где-то 5,1 Ома, но он пробит. Он пробит, и у него сопротивление очень высокое. Я поставил, давайте на килоомы посмотрим. Ну да, около, почти 100 килоом. Это говорит о том, что он как раз стоит в базе, управляет базой вот этого транзистора, драйвера, да, который накачивает током наш затвор полевика. И, следовательно, возможно, прилететь могло на выход ПВМ АПФЦ. Так что микросхема под вопросом. Хотя второй транзистор относительно базы, он вроде бы целый. Так что сейчас помою все, уберу и буду дальше разбираться. Я подготовился к запуску. Вместо дросселя поставил перемычку. Иначе электрический ток у нас до электролита
вот сюда не может дойти. Поэтому вместо дросселя перемычка. Поставил чекпоинт для того, чтобы замерить здесь, будут ли импульсы с APFC, то есть непосредственно с микросхемы, output PFC. Мне здесь удобнее было припаяться, нежели на ножку микросхемы. Это у меня выводы для запитки. Ну, смотреть, будет ли подниматься VCC вот здесь на дежурке. А вот это VCC, которая подпитывает наши ключи силовые, ПВМ и ключи APFC. Вот, то есть на драйверах будем смотреть, какое напряжение. Но я уже запустил, благодаря платке-помогалочке. Вот, и кое-какой интересный дефект еще обнаружил. То есть у нас блок питания запускается, сигналы поднимаются. Подаем питание. Дежурка загорается. Выключаю питание, дежурка сразу гаснет. Хотя напряжение на электролите есть. То есть вот такой вот эффект. Дежурка включается, дежурка выключается. Вот через умный пилот подаю питание, выключаю. Подаю питание, выключаю. Я сначала удивился, а потом обратил внимание на такую вот цепочку. Вот это вот чудесная цепочка. То есть с переменки отсюда у нас берется напряжение через два вот этих диода, выпрямляется. И через вот эти вот гасящие резисторы, да, высокоомные там мегаомные резисторы, вот они. А может и не мегаомные, тут что тут 20, 0, 2, ну 200 плюс 200, ну почти пол мегаома. Это подается сигнал вот сюда вот на дежурку, запускать дежурку. То есть когда у нас здесь нету напряжения, когда мы отключаем 220 вольт, отсюда приходит сигнал, что на дежурку не поступают вот отсюда сигналы, то есть питание не приходит, следовательно, дежурка уходит в green режим, то есть отключается, и электролит у нас не разряжается. То есть дежурка вроде бы, казалось бы, запитана, но пока отсюда сигналов не придет, дежурка не работает. Поэтому электролит всегда будет под напряжением, имейте в виду. Полезете руками, ударит, ай-яй-яй. Вот. Поэтому дежурный счетчик питания у нас работает. На выходе платы-помогалочки мы видим, питание присутствует. Вот. Но нам этого мало. Давайте мы посмотрим, как запустится блок питания. Подаем питание. Мы видим, блок питания запустился. Сигнал Power Good не горит. Сигнал PG, вот этот вот сигнал PG, он отсутствует. А вот появился, а вот отсутствует. То есть это дефект. То есть блок у нас частично работает, а PFC не запускается. Но сигнал Power Good, по идее, когда работает блок питания в холостом режиме, PG должен появиться. Появился и пропал. Вот. Почему это происходит, мы будем разбираться чуть позже. Возможно, из-за того, что PFC не поднимается, но что-то мне подсказывает, что проблемы не с PFC связаны. Так, ну что, смотрим, приходят ли сигналы на PFC, то есть PWM out мы видели. Вот у нас все загорается. Блок питания работает. Видите? Исчез сигнал. И, следовательно, мы смотрим на осциллограф. Подключаем щупец, чтобы был волшебный молодец. Так, отключим. Опа. Будьте осторожны. Присутствует высокое напряжение. Вот. А мне подписчики нужны живые. Живые люди. Но так как они не пишут комментарии, то в принципе и мертвые сойдут. Так, подаем питание. Запускаем. Вот мы видим. Так, останавливаем. Больше нам ничего не надо. Сигналы PFC присутствуют. Частота в районе 120 кГц. Нифига себе. Не знаю, должна быть такая частота. Обычно, по-моему, в районе 100 кГц. Ну, возможно, это норма. Так, амплитуда вполне отличная. То есть 3 клетки, 15 вольт. Все замечательно. Претензий нет. То есть, в принципе, мы можем восстанавливать цепочку PFC, запаивать ключ, возвращать дроссель. И блок у нас, скорее всего, заработает нормально. Много комментариев оставляют любители просто поперепаивать элементы, да, но вы знаете, вот у меня в запасе вот такой шимки нету. И чтобы ее просто так махнуть, проблем здесь нет. Но
ее надо ждать 3 недели. У меня такого времени нет. Поэтому мы сначала проверяем, что шимка, ну, вроде условно рабочая, а сейчас она вполне рабочая. Между прочим, ключик-то золотой остался живой. Его-то не пробило сам ключ, потому что вот фланец и все. Прогорел немножко. В остальном-то он живой. Если открыть душный даташитик на супервизор, то мы видим сигнал PGI. Вот что нас интересует в первую очередь. И здесь у нас напряжение порядка должно быть 1,13 вольта. Вот, то есть вот это граничное значение, когда сигнал PGI должен подняться выше. Вот почему я разговариваю про сигнал PGI. Power Good Input Signal Pin, то есть входящий сигнал, то, что питание поднимается. Вот это напряжение должно быть выше, чем, ну, короче, 1,2 вольта. Где-то 1,25 должно быть и выше. Грубая схема, как формируется PGI, то есть вот он наш трансформатор, отсюда у нас берется отвод и обычный диод. Вот, не знаю, тут смотрю какой-то резистор, да, может стоять, может не стоять, и так, и здесь резистор, да, то есть делитель напряжения, конденсатор как сглаживающий и на вход PGI, первого вывода микросхемы супервизора. Но вот о чем я говорю, что напряжение должно быть больше, чем 1,13 вольта, в идеале 1,25 и выше. Вот, поэтому мы сейчас станем на микросхему первый вход сигнала PGI, поэтому мы сейчас станем на первый пин микросхемы и посмотрим, что на PGI приходит. Почему у нас Power Good то появляется, то исчезает, что там вообще творится. Давайте оценим этот момент. Но первый замер осциллографом мы делаем вот здесь, в этой точке. То есть смотрим, поднимается ли напряжение у нас здесь и какое оно. Давайте оценим этот момент. Хотя нет, не здесь давайте, а после диода, да? То есть после диода посмотрим, какое здесь напряжение. Вот он наш силовой трансформатор. Выходная обмотка у нас с этой стороны у нас горячая обмотка, да, подключение. С этой стороны холодная сторона трансформатора, холодная обмотка. Вот. И с этой стороны мы видим вот мелкие детальки. Вот они, мелкие детальки. Вот наш диод. А6 это типа 4148. И вот она пошла, наша красивая дорожка до супервизора, до первого вывода. Вот я чуть-чуть поцарапал. Вот сюда приходит. Давайте посмотрим, какое напряжение вот в этой точке. Поднимается или нет. Не забываем, работаем все-таки с блоком питания. Здесь присутствует высокое напряжение в этой части, да, и вот видите, 220 вольт сюда подсоединяется и может хорошенечко шандарахнуть. Поэтому будьте осторожны, пользуйтесь и не забывайте о безопасности своей. Как всегда, плата-помогалочка мой удобный инструмент, которым я управляю работой блока питания. Ну что ж, давайте посмотрим, какое у нас напряжение присутствует после диода. Не забываем, что все подключаем. Я подключаюсь через лампу, 60 Вт, развязывающий трансформатор. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас тут происходит. Дежурочка у нас поднялась, давайте запускать блок питания. Запускаем блок питания и видим, напряжение присутствует. Давайте зафиксируем. Так, блок питания пусть выключается. И смотрим, что у нас тут происходит. Мы видим, что напряжение высокое. Примерно, ну, где-то 12, да, около 12 вольт. Ну, в принципе, все окей. Кстати, если заметили, по-моему, Power Good сейчас не поднимался. Давайте еще раз проверим. Да, кстати, сейчас сигнал Power Good не поднимается. То есть перестал подниматься, он тогда у нас запускался, да, и тух. Сейчас не хочет подниматься. Давайте дальше посмотрим, какие у нас сигналы мы увидим на самом входе первого вывода супервизора. Запускаем блок. И мы видим здесь уже напряжение немножко другое. Давайте посмотрим, какое здесь напряжение. Ну вот мы видим мин, да, мин.
показывает 1,16 вольта. То есть это говорит о том, что у нас напряжение среднее, да, около, ну, меньше, чем 1,2 вольта. То есть это как раз граница тогда, когда супервизор вроде как должен понимать уже, да, но может не совсем понимать, что блок питания работает. Поэтому сигнал PowerGood не выдается на материнскую плату. Соответственно, наша материнская плата не будет работать. Можно это еще связать, что у нас не работает АПФЦ, да, но не знаю, насколько это серьезно будет влиять. То есть, по идее, я не уверен, что это должно сильно повлиять. Вот, ну давайте посмотрим. Во-первых, у нас силовой ключ исправен. Дроссель у нас тоже живой. Давайте попробуем восстановить горячую часть и запустить блок питания. И посмотрим, PowerGood стабилизируется или нет. Есть блоки питания, у которых при восстановлении сигнала, при восстановлении АПФЦ, PowerGood начинает подниматься. В данном случае я не уверен, что это произойдет, но все может быть. Может быть таким образом настроено, что пока нету АПФЦ, да, высокого напряжения, то есть больше, чем 330 вольт, соответственно, и PowerGood не поднимается. Ну, давайте этот момент как раз и проверим. Такой эксперимент проведем. Поэтому восстанавливаем АПФЦ секцию. Транзистор ЗДВ запаял. Резистор 5 Ом запаял. Транзистор обратно впаял. Ну и, соответственно, дроссель обратно вернул. Иначе как работать транзистору, если дросселя не будет? Так. Транзистор прикрутил, термопасту посадил. В принципе, имеем право пробовать запускать. Сразу закрутил вторую лампу, ибо АПФЦ будет подниматься и хавать много тока. Ну что, давайте пробовать запускаться. Так. Запуск есть, и у нас блок питания выключается. И это явно у нас рубит супервизор. Супервизор-паразит. Я уверен, это он. Да, PowerGood не включается. Смотрите. Не хочет работать. Ну, давайте проверять, что там на выходе. Супервизор, супервизор. Раскудахтался. Да не супервизор виноват. Встаем на супервизор. ФПО, то есть третий пин. Видите, высокий логический уровень. Запускаем блок. Супервизор работает нормально и не запрещает работу блока питания. Так что раскудахтался я. Супервизор, супервизор. Раскудахтался. Запаял я два вывода. Красный и вот желтенький. Красный это VCC. VCC будем смотреть, да? Что с ним происходит? Почему у нас происходит прерывание работы микросхемы? Может быть, что-то по питанию случается. А это у нас сигналы ПВМ. Нет, это не сигналы ПВМ, это у нас сигналы АПФЦ. Посмотрим, как себя ведет ПФЦ. Так, ну что, достаем Андрюшку. Андрюха, давай, покажи нам, на что ты способен. Так, подаем питание, смотрим. Триггер поставил. Вот такая вот история у нас появляется, значит. Красный, значит, луч у нас питание VCC. Синий луч, это у нас АПФЦ работает. То есть, как мы видим, в VCC, да, много помех идет. Это у нас уже АПФЦ. Ну что, давайте посмотрим, сколько времени это все длится, безобразие. Безобразие длится раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Почти 200 миллисекунд у нас это безобразие происходит. Непонятно, непонятно мне. Давайте посмотрим, какая ширина импульсов у АПФЦ. У меня складывается такое впечатление, как будто лампа накаливания, да, вот через которую я запускаю, лампа накаливания, она, по идее, должна помигивать. То есть, как бы хапать ток
периодически, да, с какой-то периодичностью. А сейчас я в последнее время, да, после того, как блок начал выключаться, начал замечать, лампа постоянно горит. Ну, то есть, как будто короткое замыкание. Но здесь мы видим, что на гейт прилетают импульсы. Давайте посмотрим, что за импульсы и как они выглядят. Это, в принципе, наверное, как раз вот такое ощущение, что токовый датчик, ну, неисправен или что-то с ним не так. Какая-то нездоровая ситуация. Так, давайте в режиме записи посмотрим все это дело. Так, exit, yes. Ну и в принципе нам хватит записи. Так, смотрим, что мы тут видим. Угу. Вот, о чем я и как бы заметил нездоровую ситуацию. То есть у нас попытка запуска есть. Попытка запуска есть, но импульсы широко раскрыты. То есть у нас максимальный ток протекает через наш MOSFET. Кстати, вот VCC наши. VCC питание, да, шумы есть. Видим мы шумы, вот они, скачки. Когда АПФЦ работает, шумы, они всегда есть. От них никуда не денешься. Вот, поэтому, в принципе, питание присутствует стабильно. То есть просадок и никаких таких вот серьезных нет. Около 14 вольт. Вот, а сигнал АПФЦ тоже вполне нормальный. То есть амплитуда хорошая. Но такое ощущение, что обратной связи по току нету. Давайте еще раз обратим внимание на лампу. Я, причем, как бы удивился, думаю, ну, может, мне показалось. Нет, когда начал перезагружаться блок, я понял, что все, ситуация нездоровая. Так, подам питание. То есть вот, горит лампа, она не мигает. Даже на камеру она не мигает. И визуально видно, что она не мигает. Хотя на камеру, скорее всего, будет не видно, когда она мигает. Но хотя, может быть, и будет видно, не знаю. Не во всех роликах может это телефон может зафиксировать. Типа RLC метра. Так, значит, токовый датчик у нас находится вот здесь. Вот он стоит. Вот этот толстый жирный резистор. И я, по-моему, его замерял. Он в районе 100 миллиом, да? Замеряем. Да. 90, ну, короче, 90, ну, 90 миллиом, да, грубо говоря, 90 миллиом. Вот. Надо проверить, кто снимает сигнал с этого датчика стокового и как это организовано. Сейчас будем смотреть даташит. Даташиту будем смотреть. То есть у нас отсюда должна быть дорожка, которая меряет вот здесь падение напряжения. И передается вся информация в этот комбайн-контроллер, да? Давайте изучать эту информацию. Открываем наши любимые даташитики. Поднять щиты, щиты знаний. Вот где информация. Вот она, где информация прячется. Так, ну что ж, давайте смотреть наш токовый датчик, где он находится. Во-первых, это у нас iSense, да, это вот он. Нюшка, да, наша нюшка по току, вот, которая как раз и меряет на нашем шунте наше напряжение. Вот, это очень важно. Так, едем дальше. Едем смотреть схему, как она организована, да. Во-первых, третий вот вывод, iSense, вот написано PFC Current Sense, то есть токовая чуйка. Вот, так что... на ней построен как раз вот этот вот компаратор IL-Limit. Вот. Скорее всего, отсюда все ноги растут. У меня такое предположение. Больше нечему. Хотя и еще. Не только к потоку может быть у нас проблема. У нас может быть проблема еще по фидбэку. Обратная связь. Вот. VRF, да? VRF. 7,5 вольта должно. Нет, это не то. Вот. ВФБ. Вот он. Ошибка по обратной связи, да, у нас. 3,5 вольта должно быть на делителе по высокому напряжению, то есть по электролиту. Так, значит, подведем итоги. Когда у нас не был запаян силовой ключ,
у нас секция PFC полностью не работала, да, и блок у нас запускался, работал, нагрузку он, конечно, не держал, да, мы его не подкидывали нагрузку, да, но не было сигнала PG, вот, сигнала Power OK не было, отсутствует. Так вот, сейчас при запуске блока питания он у нас уходит в ошибку, да, после того, как мы запаяли силовой ключ АПФЦ. Следовательно, все проблемы будут связаны именно, скорее всего, с АПФЦ. А значит, за АПФЦ у нас отвечает эта обратная связь по электролиту, то есть вот отсюда, да, видите, вот эти маленькие резисторы, высокоомные сопротивления. Через вот эти резисторы происходит замер напряжения и подается этот замер напряжения сюда. То есть это обратная связь, до скольки вольт заряжается наш электролит. А он не заряжается у нас. У нас не успевает напряжение подняться, оно совсем там чуть-чуть дергается и сразу уходит в ошибку. И второе, это обратная связь по току. То есть вот здесь, да, протекает ток через вот этот шунт, да, вот. И, соответственно, то есть наоборот, вот отсюда, да, протекает этот ток. И, соответственно, вот на этом резисторе падение напряжения, это говорит о том, что какой ток протекает. И, соответственно, вот контроллер понимает, когда надо остановить накачку этого самого транзистора, чтобы не сгорел он, да, вот. Когда надо, наоборот, газануть. Так вот, в данном случае у нас проблема, скорее всего, с ПФЦ. И это явно. То есть шунт у нас целый. В РФ надо нам проверить, до скольки у нас напряжение поднимается по обратной связи. То есть можно прозвонить эти резисторы на целостность проверить. Мы это и сделаем обязательно и с удовольствием. Не забывайте также посмотреть схему, да, которая предлагается непосредственно разработчикам, то есть как организовано вот всякие обвязки, питательные напряжения, то есть все показано на схеме. От этой схемы, конечно, производители сильно отталкиваются и могут, конечно, много чего нового сюда привнести. Но основа остается вот здесь. Даташит — это прям самое главное, что надо знать. Так вот, у нас третий пин, вот он, третий пин, немножко увеличил. У нас третий пин получается, вот он, iSense, через сопротивление меряет, какой у нас вот здесь, да? То есть вот здесь он берет точку отсчета с минуса диодного моста. Это точка отсчета через сопротивление. Тут, не знаю, какая-то еще дополнительная обвязка вот в виде 3 диодов, да, и конденсатора. Это тоже может выйти из строя. Вот это. То есть помимо вот этого токового датчика, да, возможно, да, выйти из строя этот узел. То есть запоминаем, да. Потом это на что может повлиять как раз на наш АПФЦ, да, модуль. И это самое такое адекватное, да, потому что транзистор, у нас пробило транзистор. Следовательно, что-то за собой потащило, скорее всего, еще. Возможно, контроллер где-то подгорел, да, но если выход ПВМ PFC out работает, да, то, скорее всего, наверное, контроллер уцелел. И вот у нас, значит, это контроль напряжения на электролитической банке. То есть для PFC, вот он, ВФБ, то есть 15-й вывод у нас отвечает, как раз он вот здесь меряет, что творится на нашем силовом конденсаторе. То есть напряжение должно подняться там до 380 вольт, ну примерно. Соответственно, у меня тоже индикатор загорится, если напряжение поднимется до 380 вольт. Так, и мы видим, это делитель 2 мегаома, 2 мегаома и нижнее плечо делителя, да, это 26,7 килоома. У нас немножко другие будут все эти значения. Итак, я сейчас вас проведу по этой цепочке. Вот у нас вывод плюсовой банки. Вот у нас есть контакт. Дальше 1 мегаомный резистор до следующего 1 мегаомного резистора. И у нас сигнал приходит на 8-й вывод микросхемы SM03X. Дальше, если сработает микросхема эта, замкнется контакт 8 с первым пином. Коммутация произойдет. И получается, с первого пина у нас идет на 15-й вывод микросхемы. То есть у нас есть контакт. Замечательно. Дальше. Вот он, наша
нижнее плечо. И здесь у нас 1332 резистор. Вот он резистор. Я обзвонил цепочку, то есть эти резисторы не нарушены. Претензий, в принципе, у меня вот именно к напряжению, да, то есть не должно быть. Я не замерял, можно это тоже провести. Вот. Но я начал отслеживать цепочку токового датчика. И что я обнаружил интересного? Значит, наш токовый датчик вот у нас находится. То есть вот этот контакт, это как раз контакт минус диодного моста. То есть мы пляшем именно отсюда, да. Но так как у меня ущербный сейчас мультиметр, да, мы не увидим вот здесь вот этих 100 миллиом. Ну и это в принципе сейчас не надо, нам нужна именно прозвонка. То есть мы по этому контакту ищем. Вот он резистор, как в схеме в даташите. Мы видим, с этим резистором у нас есть коммутация. То есть от моста минуса приходим до этого резистора. Этот резистор, мелкий, да, в даташите не указаны номиналы, и это очень печально. Видим, 470 на этом резисторе написано. Следовательно, это 47 Ом сопротивления. Давайте проверим, звонится ли оно или нет. Да, он не звонится, потому что сопротивление довольно-таки высокое. Давайте посмотрим, какое это сопротивление. У меня здесь есть особый режим килоомы. Ну, такой мультиметр. Вы же любите пользоваться мультиметрами? Ну, я вот тоже люблю пользоваться мультиметрами. Значит, замеряем сопротивление этого резистора. Сопротивление резистора очень высокое. То есть тут явно больше, чем 200 килоом. Скорее всего, резистор, либо отпаялся, либо он устал работать, либо там протерся. Вот этот резистор 47 Ом, как видите, в принципе, он визуально целый, претензий к нему нет. Но я вышел на него именно благодаря даташиту, да, то есть посмотрел, схемы у меня на данный блок нету, пользуюсь только даташитом. Сейчас мы возьмем другой мультиметр, попробуем им прозвонить. Так, проверяем его. Замеряем. И мы видим 0,57 мегаома. Скорее всего, это сопротивление непосредственно вот этого вывода, третьего, и скорее всего, так, и у нас получается с землей, да, с землей с минусом. Скорее всего, то есть резистор, вероятнее всего, просто в обрыве. Его оборвало. Вот. Но когда обрывается резистор, непосредственно стоящий возле входа чуйки, да, то есть это у нас там стоит компаратор, по идее его не должно было пробить. Компаратор имеет, по-моему, компаратор там, скорее всего, там стоит компаратор. А компаратор имеет высокое сопротивление входное. Следовательно, его не должно было вынести. Так что молимся электронным богам, выпаиваем резистор и надеемся на то, что комбайн выжил. Потому что у меня такого комбайна нет. А ждать с Китая придется месяц. Давайте замеряем, какое сопротивление стало непосредственно на нашем выпаянном резисторе. Видите, 0,47. То есть я немножко ошибся. Все-таки резистор имеет какое-то сопротивление. Так. И какое что у меня тут сопротивление ты имеешь? Да ни хрена он не имеет. Обрыв. Какие-то там что-то мегаомы какие-то показывает там. Короче, нет, все-таки он в обрыве. Нифига он не звонится. В обрыве, чувак. Так, но меня еще напрягает, что рядом стоит с ним, по-моему, керамический вот этот конденсатор. Но, судя по замерам, да, вроде высокое сопротивление, и по идее ничего не должно было больше вынести. Ну что ж, давайте заменим этот резистор. Всем, кому нравится мой контент и желающие, у кого есть возможность поддержать меня, можете перейти на Boosty, оставить донат, либо подписаться на постоянную подписку, чтобы записывать вот такие вот нерациональные, безумные видеоролики. Так, ну что, мы запаяли, давайте посмотрим, какой у нас теперь результат получился. Подаем питание, пробуем запускать.
Скорее. И индикатор загорелся. А ПФЦ поднялось. Ха-ха! Есть контакт! Есть контакт, молодец какой, а! Ты посмотри, там что показывает-то? Вот так! ПФЦ поднялось. Поднялось АПФЦ. Ну что ты там показываешь, какую-то шляпу? Давай по приборам. Согласен. Приборы — это наши глаза. Арабская ночь, ла-ла-ла-ла-ла. Безумный сюжет, ла-ла-ла-ла-ла. Давай заряжай, кондерчик, скорей. Так, заряжай-то заряжай, где напряжение? Опа! Опа, кондерчик, заряжайся скорей! Отлично! Просто чудесно, вы посмотрите! Вы видите это? Вы видите это? Я тоже вижу. Супер! То есть блок питания сейчас у нас работает. PowerGood поднялся. Да, то есть PowerGood у нас все-таки от того, что АПФЦ запустилась, нормально стало работать. Кстати, мы обязательно сейчас посмотрим, что там творится на PowerGood, да, и какое напряжение на нем присутствует. Это прям тоже мне интересно. Вот, что с ним происходит. То есть почему, когда АПФЦ не было, у нас заниженное было и PowerGood, соответственно, не появлялся. А теперь у нас АПФЦ поднялось, посмотрим, какое там напряжение. Потому что там на границе было, да, работы и не работы, короче. Смотрите, а еще если, заметить, да, если замечать вот такие мелочи, вот, кстати, желающие заказать платку-помогалочку, вы знаете, к кому обратиться. Если вот замечать вот тонкости, вот эти вот мелочевочку, да, смотрите, когда у нас сопротивление шунта довольно-таки высокое, да, 100 миллиом, это офигеть как много, вот, то мы замечаем, что лампы хоть и вспыхивают, но заряд конденсатора происходит довольно-таки быстро, и количество вспышек очень маленькое. Вот, когда у нас шунт маленький, там 20 миллиом, да, вот в районе 20 миллиом, тогда тока больше сосется с розетки. Ну как больше? То есть именно, как сказать, агрессивно. И лампочка и как бы и еще ярче и дольше светится. Вот, потому что идет перегрузка по току. То есть лампочка создает огромное сопротивление. Соответственно, тока не хватает, а ПФЦ он начинает перезагружаться и буксовать. Вот, смотрите, я сейчас нажимаю кнопку, и смотрите, как быстро довольно-таки накачивается электролит. Не из-за того, что плохой электролит, а из-за того, что, во-первых, там электролит, конечно, 400 микрофарад, да, там 420. Вот, довольно-таки небольшой небольшой, нормальный. Вот, смотрите. Практически даже не мигнула лампочка. Вот сейчас запускал. Вот они быстро, да? И все, и запустился блок. То есть, вот нету вот этого, когда я нажимал на кнопку, да, на мощных блоках, там, конечно, электролиты побольше, да, вот, побольше, что говорить. Как бы вот такие вот мелкие эти самые вещи надо обязательно замечать. Опять же, уважаемые друзья, это любительский контент, да, здесь нету какой-то точности, да, могут быть оговорки, какие-то неправильные мысли транслироваться, поэтому имейте в виду, это все мои мысли, да, это не значит, что вы должны также повторять, делать, да, это всего лишь мои наработки. На данный момент, на данном этапе жизни, да, я вот таким образом разбираюсь с проблемой, да. Некоторые профессионалы, они прям смотрят, да, и визуально видят, так, вот этот резистор убрать, вот этот конденсатор надо заменить, то есть они прям чувствуют. Я еще не научился, я еще глуповат, не достиг таких высот, поэтому показываю, как я умею делать. Поэтому не воспринимайте мой контент за чистую монету. Все придумано, наиграно. Вот, кстати, блок питания из Пензы, не помню, как звать, Андрей, по-моему, звать его, не помню, извини, честно говоря, уже забыл. Вот, Залман твой уехал, а вот кулер-мастер запустили. А теперь проверяем сигнал PowerGood, да? Не PowerGood, а PGI. Так, встаем на первый вывод и запускаем блок. Видим, напряжение подросло. Следовательно, и у нас работает PowerOk, поднимается. Общее напряжение в районе
практически 1,5 вольта. То есть это явное значение, превышающее там, да, порог, по-моему, 1,25, по-моему, порог там, да? Вот, а здесь 1 почти 5 вольта. Ну, то есть это четкое понимание, что АПФЦ запустилась. То есть этот сигнал отслеживает даже АПФЦ. Так что вот такие вот пирожки. Ну все, блок работает. Можно под нагрузку кидать. Ну что, проверим его на компике. Так, все подключил я. Ну тут в принципе основной это 24 пин и 4 ЦПУ. В принципе этого достаточно. Так, спикер у меня есть. Ну что, поехали. Подаем питание. Видим, дежурочка загорелась. Запускаем шарманку. Опа, шарманка запустилась. Вентиляторы закрутились. И ждем спикера и картинки на мониторчике. О, картиночка есть. Все отлично. Все просто замечательно. Кстати, спикер почему-то не булькнул. Вот, ну ладно. В принципе, этого достаточно. Вот такой вот ремонтец. Потребление 75 Вт. Включаем монитор. Вот такой вот несложный ремонт. Все четенько, все простенько. На этом у меня все. Тем, кому понравилось, обязательно поставь лайк. Напиши комментарий, что думаешь по поводу ремонтов. А на этом у меня все. До новых встреч на канале Домовой. Всем пока-пока.